Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим с вами о польской кухне, о национальной польской кухне. Так как многие любят путешествовать, пробовать новую еду, но иногда мы попадаем на такую еду, которая просто нам отвратительна. Поэтому я решила вас познакомить с польской кухней, чтобы вы знали, что заказывать в ресторане или в кафе. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы вы не пропускали новые ролики. Национальная польская кухня сформировалась на основе разных регионов страны. Большое влияние на нее оказали кулинарные обычаи сразу нескольких народов: литовцев, мадьяр, татар, армян и евреев. Своеобразную финишную оградку польской кухни произвели такие страны, как Италия и Франция. Что же следует попробовать в Польше из еды? И с какими национальными блюдами стоит познакомиться в первую очередь? Мы начнем с вами обговаривать все по порядку. Начнем с вами с супов, далее второе, выпечка и закончим алкоголем и другими напитками. Многие из вас бывали в Польше и знают, что такое суп журек. Журек – это польское народное блюдо, и в каждой области страны его готовят по-своему. Неизменной остается лишь основа – растворы ржаной муки, заквашенных на ржаных корках. Далее начинаются маленькие различия. В кафе и в трактирах Мазовии в журек подают для остроты немного хрена, сметаны и чеснок. В других же регионах суп насыщают вареными яйцами, копченой колбасой, также вареную колбасу иногда добавляют, и отварную куриную грудку. Как поляки говорят, это местная вариация похмельного супа. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете обо мне один небольшой секрет. Суп чернина – самый необычный и популярный суп. Будьте готовы, это блюдо может немножечко смутить своим составом, так как оно необычное. Первое – это гусиная кровь. Второе – бульон из гусиных потрошков. Далее овощи, специи и вареные сухофрукты. Следующий по популярности идет суп-холодник. Этакий борщ, только намного ярко выраженный свекольный цвет. Но на деле это обычная окрошка, только она идет на свекольной закваске и со сметаной. Поляки готовят две разновидности борща – красный и белый. Красный готовят на основе свеклы, а уже в готовое блюдо добавляют колдуны. Это как наши пельмени. В основе белого борща лежит основа из кваса. По готовности в белый борщ добавляют мелко нарезанную колбасу и несколько половинок отварного яйца. Вкус готового блюда слегка напоминает рассольник. Россол – это прозрачный бульон из домашней птицы или говядины. В россол добавляют лапшу или другие макаронные изделия. Также обильно посыпают зеленью и подают с ржаным хлебом. Следующий суп – это капустняк или капустница, аналог русских щей. И это блюдо, кстати, подают традиционно к рождественскому столу. Капустницу готовят из неотжатой квашеной капусты с рассолом, мясом и зеленью. Теперь я вам расскажу о вторых блюдах. И первое блюдо, которое очень популярно в Польше, это бигос. Классическая старопольская пропорция этого блюда составляет 1,5 килограмма свежей и квашеной капусты на 1 килограмм всевозможного мяса или колбас. Судак по-польски – это нежнейшее мясо судака, поджаренное в тонком слоеном тесте и которое подается с пикантным соусом из тушеных лисичек и раковыми шейками. Именно так готовят это блюдо в лучших польских ресторанах. Копытка или клецки. Это блюдо готовят из картофеля, муки и соли. Сырой или термически обработанный картофель трут на мелкой терке или режут мелко ножом. Затем добавляют соль и муку. Из картофельной массы формируют ромбы. После этого отваривают в воде или запекают в печи. Копытки подают с грибной или томатной подливой, овощным рагу и сметаной. Если в ряде стран грибы предпочитают только любители, то в Польше их ценят абсолютно все. Обилие сортов просто удивляет, поэтому поварам есть чем удивить туристов. Также в качестве вторых блюд подают различные сорта колбасы, колдуны, как я уже говорила, это пельмени, копченую филейную вырезку, полиндвицу
и рыбу. По поводу польской выпечки, сдоба, хлебобулочные изделия, какие-то сладости. Они приготовленные в стиле традиционной польской национальной рецептуры и навсегда запоминаются иностранными гостями польской страны. Калачки — это оригинальная выпечка с наполнителем, немножечко рассыпчатое тесто. Мазурek — это большой песочный пирог, который присыпан сахарной пудрой. Польская баба — это сдобное тесто, начиненное сухофруктами. Фаворки — это нежные хрустящие тортики. Моя любимая сладость — это галаретка. Это сливочный фруктовый десерт. Маковец — это маковая сдоба. Сырник — это сдобный пирог и сырный наполнитель. И закончим это видео напитками. Большую часть продаж на алкогольном рынке составляет водка. Она даже вытеснила питьевой мед, который был популярен ранее и стала абсолютным фаворитом. Также популярно пиво. Вино значительно уступает место пиву и водке. И на рынке преобладают импортные напитки. Это касается только вина. Кофе же появился в стране только в 18 веке. Напиток был распространен как среди ремесленников, так же и среди крестьян. Чай чаще всего в то время пили с сахаром и долькой лимона. Первые партии чая были привезены из Англии. В первую очередь в Англию чай попал с легкой руки голландских торговцев. Также существует версия, что чай попал в Польшу через русских торговцев во время раздела Речи Посполитой. И именно в этот период в польских домах появились русские самовары. А теперь я вам расскажу небольшой секрет. Секрет состоит в том, что из польской национальной кухни я пробовала только сладости и некоторые вторые блюда. Все супы, которые я сегодня вам назвала, я ни разу никогда не пробовала. И, честно, даже не знаю, попробую ли вообще, потому что такой состав, как в этих польских супах, меня просто немножечко смущает. Поэтому, когда вы приедете в Польшу, обязательно читайте состав или вообще обращайте на меню, есть ли меню и предоставляется ли оно на каких-то других языках. Вот, например, когда мы были в Италии, в одной из пиццерий, в которой мы обедали, было меню на 4 языках. Это итальянский, английский, русский 100% был, потому что мы по нему выбирали, и немецкий, если я не ошибаюсь. Поэтому обращайте внимание и переспрашивайте у официантов, что входит именно в конкретное блюдо, особенно если это национальная кухня. Это касается не только польской национальной кухни. Сегодня я с вами поделилась несколькими национальными блюдами. Я надеюсь, вам этот ролик был интересен, вы немножечко больше узнали о польской кухне. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!